Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яна, и вы на канале Na'Vi Junior. Как вы наверняка уже знаете, третий сезон Академии Лиги для нашей команды подошел к концу. Но, по сути, это было первое боевое крещение для нашей обновленной пятерки. Вот об этом мы сегодня с ними и поговорим. Привет, парни. Привет. Всем привет. Привет, ребят. Всем привет. Третий сезон Академии Лиги в этом году стартовал очень рано, 3 января. Было ли у вас хоть немного времени, дабы как-то отпраздновать новогодние праздники и проникнуться всей этой праздничной атмосферой? Ну, было несколько дней, Коля, там 1-2 дня. В принципе, как раз 3 дня. 30, 31, 1 у нас были выходные. Как раз можно было чуть-чуть отпраздновать, и потом 1 отдохнуть, и 2 у нас уже начались тренировки. А до Нового года сколько вы успели потренироваться? 2 недели где-то. Даже меньше 2 недель где-то. Дней 10, наверное. Ну да. Да. Хорошо, по сколько часов в день примерно вы тренировались перед этим турниром? Командно и индивидуально? Команда Где-то 6-8 командно и... Ну там уже индивидуально 2-4 часа. Я думаю, в общем, каждый по 10 часов. Были проблемы, что до Нового года мало праков играли, так как команды уже большинство ушли в отпуск, и из-за этого было сложно найти праки как минимум. А так, в плане режима все. Ваши тренировки как-то изменились после того, как вы узнали, кто попал с вами в группу? Да, особо Да нет. нет, в не особо. принципе. Ну, там у многих команд состав не тот, поэтому не было смысла готовиться, в принципе, к ним. Да, убегал новый состав, поэтому мы фокусировались больше на своей игре, типа, чтобы навязывали игру, не думали, как они играют, просто играли в СКС. А вот как вам кажется, ваша группа сильнее, чем группа Б? Да, я думаю, сильнее. У нас все-таки Fnatic, Big и мы и Young Ninjas, все эти команды были на лане уже. С команды из группы Б, там только Мауза были на лане. Ну, как минимум, от этого результата можно сказать, что у нас сильнее группа, мне кажется. Как в общем и целом вам формат проведения этого турнира? Не очень. Типа БО1, 2 карты подряд, тем более. И команды могли играть одинаковые 2 карты. Не, на самом деле это закаляет, типа, вот единственное, что сложно фокус держать. Допустим, мы играли 2 Vertigo с Fnatic, мы играли очень много раундов, и сложно было держать фокус и что-то новое придумывать, когда ты играешь там 100 раундов за несколько часов, это очень сложно. Плюс у нас еще было мало времени, чтобы подготовить там много раундов и так дальше. Дань, сравнительно с предыдущими сезонами, какой тебе формат проведения понравился больше всего? Мне понравился формат первый раз самый. Это когда было по одному Best of 1 в день, так как много матчей, и ты на каждый матч можешь по-новому фокусироваться. Типа у тебя одно Best of 1, завтра снова одно Best of 1, и типа ты можешь full фокус на одну карту, типа, короче, направлять и так. Ну и Best of 3, понятно, тоже нормально было, так как это классика, мне кажется. Best of 3, в принципе, самый понятный и подходящий формат вообще для турниров, как по мне. Итак, первая официальная игра против Бигов, это уже как некая традиция для команды Na'Vi Junior на Академической лиге. Было ли у вас какое-то волнение или переживание перед первой официальной игрой? Ведь вы прекрасно понимали, что многие зрители зайдут посмотреть на новый состав в деле. Но у меня было только первые раунды. У меня тоже Потом было всё только нормально первый было. раунд. Потом привыкаешь и только об игре думаешь. Да. Нет времени уже во время игры думать о чем-то другом. Дим, а вот ты как ингейм-лидер команды, чувствовал ли ты какую-то дополнительную ответственность перед первой официальной игрой? Ну, скорее всего, да, чем нет. Да. Ну, Чувствовал, да? просто новая роль. И еще ингейм-лидер. И я никогда до этого не колил особо. Вот только в том составе. И как бы сложно было поначалу. Сейчас начал привыкать. Надо просто работать больше над колами. Если я не ошибаюсь, за всю историю Академической лиги больше всего игр у нас было против Академии BG. Дань, вот ты, наверное, не дашь мне соврать. Да. Наверное, Да. Но в этот раз Академия BG, они решили поменять нескольких игроков и усилить состав 3 новыми игроками. Но, несмотря на это, первое Инферно прошло просто идеально, 16-4. Чего не скажешь уже о втором Инферно. Какие были эмоции в TeamSpeak после первой победы и что не вышло на второй карте? Ну, после первой победы мы старались держать фокус на второй карте, а на второй карте мы просто начали за атаку и... За так получилось много. Тяжко начинать, особенно когда команда выиграла и обсудила моменты. Мы поняли, что мы во втором Инферно дали ключевые раунды, ретейки на Б некоторые. Да и в общем там были поначалу близкие клатчи, близкие раунды, а потом они уже просто нас засноуболили и все, без шансов. А какие эмоции были в TeamSpeak после первого игрового дня? Немного тильтанули? Ну, непонятная эмоция. Ты вроде выиграл одну карту, а вроде проиграл без шансов вторую. Очень странно. Смешанные. Смешно, да. А как Амиран отреагировал на такой результат? Очень хорошо.
После первой карты. Что он сказал вам там? Очень Парни, молодцы, хорошо. хорошо, вы там круто Она сказала, что стартанули». все отлично, надо просто дальше держать фокус на второй мапе. Но немного не повезло. А чем занимались после первой официалки? Ну, после вот 2 Best of 1. Но я лично пересматривал стрим. Мне кажется, все пересматривали. Читал комменты, правильно? Да, но ничего плохого не писали. Все фанаты очень хорошие. Как вы разбираете игры? Когда вы разбираете игры после официалок? На следующий день, либо сразу же после Best of 1? На следующий день. На следующий день нам Вообще по-разному, это зависит от того, будет ли у нас эта карта в следующем матче или нет. Если у нас мало времени, то мы типа больше поиграем, подготовим ту карту, которая у нас будет, чем будем разбирать ту карту, которую мы уже сыграли, у нас не будет. Но вообще, если мы знаем, что есть шанс, что она будет, мы ее разбираем, да. Вторым соперником в рамках этого турнира стали Astralis Talent. И снова мы первую забираем и вторую отдаем соперникам. Как прошли эти Best of 1? Ну, эти уже получше прошли. Во второй игре немного не повезло. Ключевой раунд отдали на счете 13-11. Как сами думаете, с чем это связано? Волнение, недостаток времени на тренировки, на подготовку должным образом? Неопытность, наверное. скорее всего. Возможно, да, неопытность, и в каких-то моментах не везло. Там, да, там Не. типа игра моментов была, надо было просто дожать в каких моментах и все. Надо было засноуболить. Они еще во второй, типа, свой плейстайл поменяли за атаку. Типа, они в первой по карте просто, скажем, медленно передвигались, медленно все делали, а на второй быстрее все начали делать. И не очень сразу было привычно. Ну, типа, мы адаптировались, но поздно было, да. Адаптировались после игры уже. Ну, тоже неплохой вариант, почему бы нет. Но на этом вертикали нашей команды не закончились, и потом было, как мне казалось, просто бесконечная вертига против Натиков. И все могло бы закончиться на первых допах, если бы не клатч Латика 1-2. Как прошли эти игры для вас? Было с Натиками сложнее, либо вы уже как-то адаптировались, уже подпривыкли, либо наоборот хорошо к ним подготовились? Мы не готовились к ним, на самом деле. Ну, мы знали, как они будут играть, но было сложно после первой карты на вторую, потому что мы сыграли около 50 раундов и до этого играли праки. И нам было, очень сложно играть вторую карту, но даже при этом мы ее дожали. Ну, мы на второй карте сейчас со счета 14-8, по-моему, камбэкнули. На первой карте мы отдали камбэк и потом выиграли на допах, а на второй карте мы, наоборот, камбэкнули и выиграли. Поэтому похоже было. Какие были эмоции после 2 подряд побед? Ну, я думаю, все У вымотались. Влада после первого, после клатча вообще он руку не чувствовал, говорил. Ну да, я пальца, так скажем, не чувствовал, я не знаю, что это за ощущение, честно, но... Эта рука сделала клатч, который забрала карту. Вы видели? Я не буду ее мыть. Просто. Там было 2 момента, когда я выиграл клатч, я не чувствовал руку, и еще какой-то момент, и после этого момента нам заколи раунд, где я кидаю пиксельный смог, и я стою на этом смоку, я не чувствую руку, то есть он в любой момент может отпуститься, и я думаю, что же сейчас будет, но по итогу там даже до раунда не дошло, так скажем, не получилось, но было, так скажем, весело. Не нравится, что ты не можешь контролить свою руку. Ты просто понимаешь, что сейчас будет клатч, она такая, Не, я у даю нас- тебе у нас- последние силы. Я больше не могу, братан. Я хотел поставить тайм-аут, но мы все 4 паузы выжили, и поэтому надо, так скажем, было собраться. Ну, хорош. Ты смог ее обуздать. И она сделала очень крутой клатч, который позволил нашей команде забрать себе 2 победы в копилку. Но потом игра против Непов. Это, по сути, решающие матчи, потому что мы могли пройти на лан с 1-го места. Ну, если бы еще бы бегов забрали. Как вам команда NIP как соперники? Они играют структурно, они играют, типа, правильно, вместе командно, по парам, у них, типа, есть структура. Но, в общем, нормально против них играть, типа. Видно, что они с опытом и уже в таких моментах, типа, знают, что делать, там, в клатчах и так далее. Но, опять же, счет был близкий, мы могли выиграть как Мираж, так и Инферно. Вот, давайте обсудим тезисно. И Мираж, как по мне, прошел довольно-таки сложно для нашей команды. Для всех игроков, кроме тебя, Даня. Мне казалось, что ты берешь в соло реванш за все те онлайн-матчи, которые НИПы у нас в свое время выиграли. И, казалось бы, немножечко не хватило, и вот-вот уже победа была близка. Ну, вообще казалось, что мы Мираж начали, типа, с каких-то ментальных проблем, такое чувство. Но мы меньше общались между собой. Это А прям что заметно повлияло? было. Я не знаю. Мне кажется, могло повлиять то, что каждый себя настраивал на игру, то, что надо выиграть и так далее, но у всех подсознание было то, что это матч за выход. И моментами, так скажем, подсознание работало и не особо неуверенно. Да, возможно, скажем, это тоже действовали. сыграло. Ну, то второй было полегче.
но просто не задавили где-то. Да и мы там за атаку начали, и что-то сначала вроде не пошло у нас. Ну да, вы, в принципе, как-то очень стабильненько начали, довели до допов, но немножечко не хватило. Каждый в каких-то моментах не доигрывал. Да, там в ключевых моментах они просто лучше сыграли, где-то мы больше ошиблись, и они из-за этого выиграли. Ну и последний рывочек, уже в стадии плей-ин вы играете против Astralis Talent. Хотелось бы узнать, с каким настроем вы вообще заходили на сервер? Мы уверенно себя чувствовали. Не знаю, мы единственное, что не понимали немного, что будет на Европасе, так как мы его не особо много тренировали, скажем так. И у них, мы знали, что они его неплохо играют. Они Fnatic вроде выиграли на Европасе за день до, они там камбэкнули тоже. Мы пытались, так сказать, придумать что-то свое, как-то индивидуально больше сыграть. Ну, наверняка же вам подняло настроение тот факт, что вы забираете пик соперника, которого вы в принципе, не играете. Ну, добавило уверенности в себе. Что вот, все, Да. хороший старт. Ну, по Да, идее, на скорее второй всего, да. карте не повезло. Поначалу не получалось взять раунды. Там мы довели вроде до 8-0 или 9-0, плюс-минус такой счет был. И у нас не получалось взять раунд. Если бы мы взяли хотя бы один, то мы смогли начать камбэк. Они нас контрили за КТ, когда они играли, потому что они нам даже мид не давали занять, они просто пушили его, как-то контратаковали, и, не знаю, у них получалось, они нас в некоторых моментах перестреливали просто. Под конец, мы понимали, что, во-первых, мы не знали, как они играют на Мираже, потому что они его вообще не играют, и мы не знали, чего ждать. Вот, но потом они подготовились хорошо, и они нас фокусили. За КТ мы знали, что мы можем камбэкнуть, но в некоторых моментах я недавно ошибся, и плюс там мы эко проиграли, Могли тоже камбэкнуть за КТ. Мы начали за КТ, они проиграли пистолетку, проиграли форс, и уже 3-0. Там они уже как-то вместе начали играть, и вместе ходить, нас душить просто. Мы просто индивидуально хуже сыграли, скорее всего. К сожалению, только один раунд вы взяли в атаке. Да, в атаке мы как будто вообще выключились, уже или я не знаю, или устали, или я не знаю, да. что было, но мы вообще играли не так, как можем, не так, как обычно. 7-8 место в рамках третьего сезона Академической лиги для команды, которая собралась буквально месяц назад, как по мне, очень неплохой результат. Что скажете по поводу вот такого вот опыта? Понравилось ли вам выступать на Академлиге? И как вы в целом сами объективно или субъективно оцениваете свой перформанс на этом турнире? Могли намного лучше. Могли лучше, могли хуже. И... На самом деле мы неплохо играли, но опять же, мы проиграли эти клоус-матчи с Непами, был близкий счет. С Astralis тоже не дожали самая первая Вертига, когда мы с ними 2 быстро в 1 играли. Тоже могли выиграть Вертига, и все могло быть по-другому. Потом с Бигами проиграли второй Инферно, там тоже ключевой раунды, кто знает, как было, если бы мы там выиграли эти раунды. Непонятно. В общем, по счету, были близкие матчи, нам просто, надо дожимать в таких моментах, но это опыт. Нам нужно просто немножечко больше времени на подготовку, и вы нас увидите на следующем лане. Правильно? Правильно. Да. Вот. Отлично. И что теперь? У вас отпуск, вы отдыхаете, либо тренируетесь. Что сейчас происходит внутри команды? У нас 2-недельный отпуск. Нам Амиран напишет чуть попозже индивидуальные задания каждому, и мы поработаем еще с психологом в это время. Кстати, будете следить за лан-стадией Академлиги? Да, конечно, посмотрим. Там еще скоро тир-1 турниры начинаются, поэтому посмотреть точно есть что. А как вам, так. кстати, 4 финалистов, которые прошли на лан? Я ожидал там Непов, на самом деле. Да, неожиданно то, что прошли Astralis и Биг. Особенно, Биг с первого места вышли. Я думаю, все ждали, что Непы выйдут, но Биги молодцы. И я думаю, все ждали Непов. Но Astralis, походу, прям очень жестко взялись. Подготовились и к нам, и к Непам. И вообще Непов 2-0 выиграли. Я думаю, это вообще никто не ждал. По крайней мере, я. Будет интересно посмотреть, чем по итогу закончится этот турнир, и как Маус в 3-й раз выйдут забирать свой кубок. Офф-топ такой, ладно. Хорошо, в целом, какие у вас впечатления спустя 1,5-2 недели этого турнира? Эмоции больше позитивные или какие-то такие смешанные? Позитивных больше. Смешанные, мне кажется. Смешанные эмоции, Смешанные. да. Но, в общем, я думаю, это крутой опыт для всех. Но мы могли нормально. выходить спокойно, ладно, я думаю. Да, обидно, то, что, осознавать то, что мы проиграли некоторые свои матчи, и хочется иногда вернуть просто и переиграть, но надо... Понимаешь, так что делать не нельзя. можешь. Да. Просто будем тренироваться, значит.
ставим еще лучше. Ребят, в конце уже по традиции вы можете сказать пару слов фанатам и болельщикам, которые были с нами все это время. Спасибо всем за поддержку. Спасибо за что поддержку поддерживаете. всем. Пишите хорошие комментарии. Это очень Спасибо приятно всем за читать. поддержку, пишите Да, хорошие ребята, комментарии. Реально я даже не ждал, что так много именно позитива будет, несмотря на то, что мы проигрывали. Всем спасибо. Нет, ну, кстати, мне вообще ничего негативного писали. На самом деле это, круто. Спасибо всем, ребят. Подводя итог этого интервью, наверное, хотелось бы сказать, что это только начало для нашей обновленной пятерки, и первое боевое крещение, как по мне, ребята прошли на ура. Поэтому дальше больше. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Также ставьте лайки, потому что наши парни этого заслуживают. И напишите в комментариях хайлайт, который вам запомнился больше всего. Ну а с вами была Яна, команда Na'Vi Junior. До скорой встречи. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.